Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу очень интересный автопоезд из сидельного тягача ZIL-130V1 и полуприцепа ADAS 794. Модель от Start Scale Models, и данный набор появился в продаже в конце 2015 года. На то время его рекомендованная розничная цена составляла 3800 рублей. И свою модель я приобрел в конце прошлого года по акции чуть дешевле и изначально думал, стоит ли покупать данный грузовик, потому что у него не совсем привычная схема окраски. Но взял его и не пожалел, действительно модель мне очень понравилась, выглядит она нарядно, необычно и сделана довольно хорошо по меркам Start Scale Models. И если сравнить этот грузовик с более современной продукцией, то здесь отличная покраска, аккуратное качество сборки и практически отсутствуют пятнышки клея. И самый первый ZIL-130V1 ОССМ появился в 2013 году. Грузовик был окрашен в синий цвет, он продавался отдельно без полуприцепа. Стоила модель на то время 2250 рублей, и полуприцеп ADAS 794 появился в начале 2015 года. Он был окрашен в серый цвет с синей юбкой, тоже продавался отдельно за 1800 рублей. И уже впоследствии, как обычный базовый вариант, так и вот такой красивый вариант прием у населения старых телевизоров продавались набором. И такие модели также дублировались в более упрощенном виде, в коробочках «Автоистория». Даже, по-моему, такая модель мелькала в рамках журнальной серии «Автолегенды СССР. Грузовики» от Де Агостини, и выходил этот автопоезд бонусным выпуском. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный автопоезд поближе и покажу вам еще один грузовичок ZIL самосвал от SSM. Просто для сравнения я уже делал на вторую модель детальный видеообзор. Здесь довольно компактный бокс, и если вы посмотрите, ZIL почти упирается в боковые стенки. И на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. Указан прототип ZIL-130V1 с полуприцепом ADAS 794, бежевый с серым, и артикул SSM 7015. И эти модели я посмотрел, сейчас есть в продаже, правда, на них уже чуть выше цена, чем акционная на конец 2020 года. И если у вас есть интерес, вы можете смело покупать эту модель, потому что даже за обычную цену, я считаю, она стоит своих денег. Это на сегодняшний день единственный промышленный образец такого автопоезда. Конечно, были и старые модели еще советского периода, Каменец-Подольские, но там была обычная базовая версия с бортовым полуприцепом. И такой бортовой полуприцеп тоже есть в моей коллекции. Я брал его в свое время в коробочке от Автоистории. Это ADAS 885 с темно-зеленым цветом. И как раз этот полуприцеп тоже довольно хорошо сочетается с кабиной грузовика. И второй грузовик был в наборе тоже с синей кабиной. И не стал его брать в свою коллекцию, потому что на то время особо не придавал значения 130-м ZIL, но потихоньку начал их собирать, чтобы пополнить ассортимент этих моделей. И сейчас от SSM взял еще один грузовик, который я вам покажу в будущем видеоролике, и также потихоньку буду показывать свои 130-е ZIL от Deep Models. Их у меня тоже собралось уже довольно приличное количество. И если говорить о самой модели, то она вполне хорошо спроектирована, узнается прототип. Довольно аккуратная сборка. Конечно, сложно сказать, как сейчас обстоят дела со 130-м семейством у Start Scale Models, потому что они переключились больше на выпуск различных журнальных серий. Конечно, там тоже участвуют эти грузовики в чуть упрощенном виде, но качество журнальной продукции вообще, на мой взгляд, не лезет ни в какие ворота. Если вы посмотрите на саму кабину, здесь вы не найдете пятнышек клея, очень аккуратно установлены дворники из фототравления. Зеркала заднего вида здесь из пластика, окрашены серебристой краской, но смотрятся тоже вполне реалистично. Окрашен интерьер кабины, также присутствует рулевое колесо. На задней стенке установили небольшие
красные фонарики, и они установлены в специальные пазы. Если вы их демонтируете, у вас останутся отверстия. И единственное, что мне не понравилось, то, что здесь на задней стенке кабины присутствует вот такой крепежный элемент. И это мне напоминает продукцию XO Models. У них тоже на большинстве тягачей присутствует вот такой бугорок, и он портит восприятие от хорошей модели. Дверные ручки здесь в виде отдельных пластиковых элементов. Этот грузовик с поздней облицовкой радиатора. И, по-моему, второй вариант синей кабины был с ранним типом решетки. И я видел многие люди, которые приобретали именно эту сцепку, переставляли сюда более раннюю решетку, устанавливали знак автопоезда на крышу. Я свой грузовик оставлю в таком первозданном виде. Единственное, поставлю сюда харьковскую резину. И здесь, как и на большинстве ранних моделей от SSM, установлены покрышки тип 1, условно назовем их. И чуть позже SSM доработал резину и выпустил вот такие улучшенные покрышки. И именно такая резина тип 2 устанавливается на все современные ZIL от Startskil Models, также на модели, которые выходят в журнальных сериях. Если, например, вы поставите улучшенную резину, то модель тоже преобразится. Но на этот грузовик я поставлю классические харьковские покрышки. У меня тоже осталось несколько наборов. Они тоже улучшают вид грузовика, резина более мягкая. И по большому счету можно ставить как резину из набора AVD Models, так и харьковскую резину. И почему-то я посмотрел, сейчас в продаже вот таких покрышек не встречается. Видимо, их сняли с производства или просто временно не стали их выпускать. Но я бы себе взял еще несколько наборов, потому что вот эта резина AVD по большому счету ничуть не уступает покрышкам от Maestro Models. С учетом цены на эту покрышку она стоит в 2 раза дешевле, и то, что она также улучшает вид модели. И также здесь на нижней стороне подиума положили пакетик с номерными знаками. И присутствуют регистрационные номерные знаки как на сидельный тягач, так и на полуприцеп. Только на задних створках полуприцепа нету дублирующих номеров. Их можно при желании установить самостоятельно, заказав подходящую декаль. Также здесь установлены фонари из прозрачного пластика, есть место для установки номерного знака, присутствуют небольшие катафоты, они просто обозначены краской, есть брызговички с надписью ODAS, также есть запасное колесо, оно виднеется, и присутствуют опоры. Опоры здесь не выдвижные, статичные, но есть небольшое отверстие для установки поворотного рычага, чтобы их опускать. Ну, вот такой довольно симпатичный грузовичок. Я не буду его откручивать от подставки, потому что это займет очень много времени. Здесь 4 винта крепят полуприцеп и 3 винта крепят сидельный тягач. И если вы демонтируете этот автопоезд с подиума и установите полуприцеп на седло тягача, то он будет тоже немножко под наклоном, потому что здесь чуть задрана ось на полуприцепе. Я видел, некоторые люди ее подтачивали, чтобы немножко опустить заднюю ось и таким образом сделать ровный полуприцеп. Но у меня модель стоит все равно в коробочке, поэтому не буду заниматься этой доработкой. И покажу вам для сравнения самосвал ZIL MMZ от Startskil Models. Эту модель я вам уже показывал, тоже вполне хорошее изделие. И вот эти грузовики, на мой взгляд, из золотого времени Startskil Models, когда у них действительно было хорошее качество, хорошие качественные модели, вполне копирующие настоящие прототипы. И уже неоднократно говорил, что эти ZIL мне нравятся не меньше, чем аналоги от Deep Models. И неоспоримое преимущество у костромских изделий то, что у них огромное количество модификаций. Есть и короткобазные самосвалы, также есть другие типы кузовов, есть сцепки, отдельно сидельные тягачи, автокраны и так далее, и так далее. И, например, если рассматривать ZIL 130 V1, то помимо вот такого фургона он также продавался
еще с полуприцепом для перевозки пассажиров в аэропорту, был полуприцеп для перевозки цемента, полуприцеп для перевозки муки. Я видел даже набор такого ЗИЛа с полуприцепом панелевозом. И, скорее всего, это просто две отдельные модели, которые собраны в набор, но тем не менее такой набор тоже встречался в продаже. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный автопоезд, что вы думаете о ранней продукции Start Scale Models. Не забывайте поддержать этот видеоролик лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и переходите на мой второй канал, там тоже выкладываются интересные видеообзоры и анонсы на мои последние приобретения. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.